Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Времена пандемии, к счастью, уже прошли, но в некоторых местах все еще остается необходимость носить маску. Так что я предпочитаю это делать стильно. За последние годы я к маскам уже привыкла и даже начала использовать их в качестве дополнительного аксессуара к своим образам. Даже самая обычная маска, сшитая по моей выкройке, будет красиво облегать и выделять черты лица. Также это отличный вариант носить маску зимой, вместо того, чтобы закутываться в шарфы. И эта выкройка хороша для косплей-образов. Итак, поехали! Строим выкройку. Отмечаем вверху начальную точку и от нее вниз проводим отрезок, равный 12,5 см. От этой же начальной точки проводим отрезок вправо, равный 14,5 см. Ориентируясь на эти построенные отрезки, строим прямоугольник. Полученный прямоугольник – это та область, которая нам понадобится для построения выкройки. От начальной точки отступаем вниз 5 см. От нижней точки отступаем вверх 3 см. Красным буду помечать линии, которые у нас уже завершены. Вот эта линия у нас уже является частью выкройки. В нижнем углу строим биссектрису, равную 1,1 см. В верхнем углу строим биссектрису, равную 1,5 см. Биссектриса делит угол пополам. От начальной точки откладываем вниз 2 см и от полученной точки вправо 0,5 см. Мы получили контрольную точку, через которую будет проходить кривая. От нижней точки отступаем вверх 1,5 см и вправо 0,5 см. Мы получили контрольную точку, через которую будет проходить нижняя кривая. От нижней точки отступаем вправо 1,3 см. Можем соединять эти контрольные точки. Проводим аккуратную кривую. От начальной точки откладываем вправо 2,5 см. Мы получили все контрольные точки, необходимые для верхней кривой. Соединяю их сейчас, немножко позже подправлю по лекалу. Теперь переходим к правой части выкройки. От верхней правой точки откладываем влево 3,5 см. Проводим вниз линию. От этой же верхней правой точки откладываем вниз 7 см. От нее проводим линию влево. На пересечении этих линий мы получили точку, которая будет центром окружности. Если есть циркуль, то будет проще провести окружность, если нет, как в моем случае, придется довольствоваться линейкой. От этой точки проводим радиусы, равные 2,3 см. 2 см 3 мм. Теперь нас интересует правая половинка окружности. От этой точки откладываем радиусы, равные 3,5 см. 3 см 5 мм. Теперь вот эту точку и вот эту точку можем соединить прямой.
Нижняя часть маски у нас по сути готова. Вот эту линию можно скруглить, либо продлить ее до вот этой точки, то есть на полсантиметра правее. Эти окружности уже можно навести красным, они готовы. Осталось построить только верхнюю часть. От начальной точки откладываем вправо 3,5 см и от нее вниз 1 см. От вот этой точки откладываем вправо 3 см и от нее вниз 2,5 см. Вот наша вторая контрольная точка. Далее от вот этой точки откладываем вправо 4,5 см и от нее вниз 3,5. Это просто чтобы себя перепроверить. Полученная точка должна совпасть с уже ранее построенной точкой. Через эти контрольные точки прокладываем кривую. Вручную не очень красиво получается, прорисуем их по лекалу. Также я хочу подправить по лекалу вот эти две кривые. Выкройка готова. Я по этой выкройке сшила уже много масок, поэтому для удобства использования я сделала ее из картона. Вот чертеж построенной нами выкройки. Если необходимо, можете себя перепроверить. У меня остался небольшой отрезок ткани. Складываю его вдвое, лицом к лицу. Накладываем выкройку. Доливая нить вертикально. Разумеется, маски по такой выкройке мы шьем из эластичных тканей. На данный момент у меня замша. Скалываем маску для удобства вырезания. Я буду шить мужской вариант маски, поэтому мне ее вот здесь нужно продлить на сантиметр и плюс сантиметр припуск. В зависимости от индивидуальных особенностей размер выреза ушка можно изменить. Никаких дополнительных припусков по краям делать не нужно. Очень важно вырезать маску аккуратно, так как края мы обрабатывать не будем. В эластичных тканях срезы не сыпятся, поэтому мы можем себе это позволить. И на таком маленьком изделии, как маска, лишнюю толщину добавлять незачем. Вот мы вырезали маску и, как видим, дополнительный припуск только с одной стороны. Теперь скалываем маску изнанка к изнанке. Шов будем прокладывать по лицевой стороне. Это для того, чтобы шов не прикасался к коже лица. Так значительно удобнее. Я буду шить вот этой строчкой. Для этого вот этот бегунок мы крутим на буковку А, этот бегунок переводим на буковки СС, третий оставляем на нуле. Я буду шить этим стежком для того, чтобы строчка была очень надежной. Вы можете шить обычной строчкой, маленькими стежками, но тогда лучше проложить шов дважды. Не забывайте делать закрепки в начале и в конце. Маска готова, осталось отрезать припуск близко к шву.
Можно сначала ее проутюжить, а потом отрезать припуск, либо же наоборот. Для преображения масок нам нужно учитывать только, какую строчку мы будем использовать. Если это прямая строчка, как в случае с косой бейкой, то учитывайте, что прямая строчка лишает эластичную ткань растяжимости. Но мы можем ее использовать. Для этого нужно померить маску, отметить границы, до которых вы хотите прошить косую бейку, и померить на себе. Полученная мерка будет немного длиннее, чем этот же отрезок на выкройке. Этот излишек нужно просто равномерно распределить, немного растягивая маску. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео.